Всем привет! Сегодня у нас такой прекрасный осенний день, поэтому решили его начать с уборки, чтобы хорошенько поубирать во дворе. Вика тоже параллельно убирает в доме, а также, как видите, вон готовит что-то вкусненькое. Когда на улице тепло и нет ветра, прям хочется всегда работать. А еще в этом видео мы обязательно вам покажем, как начинаем работу вот в этом месте. Как вы помните, как мы вам раньше уже рассказывали, здесь мы планируем сделать в будущем беседку. Такую хорошенькую. Здесь получается 4,5 метра, где-то на 3,5. И вначале нужно будет вырыть траншею с этой стороны и вот с этой. Хорошенько забетонировать, чтобы был такой более-менее надежный фундамент. Потом мы эту всю площадку выровняем. Сделаю с уголка, я уже уголок взял, 50 на 50, вот он лежит. Хорошенько прикреплю его к фундаменту дома, с той стороны и с той, и сделаю такой квадрат. Таким образом выровняю эту площадку, и в этом году мы вообще планируем хотя бы залить вот эту площадку для будущей беседки. Постараемся, цемент есть, песок есть, щебень есть, железо есть. Осталось только силы и время. А еще мы с вами поработаем в саду и в огороде, и немного преобразим нашу кухню. А вот как? Смотрите в этом видео. Всем приятного просмотра. Наступают холода, поэтому как бы я не хотела еще немножко задержать урожай на грядках, но, скорее всего, что уже нужно их собрать, вот, привести грядки в порядок, поэтому беру вас с собой и приступаем. Я думаю, так у многих бывает. Пошел сделать одно, а там уже по совместительству сделал второе, третье и пятое. Вот так и я пошла за ящиком, а по ходу заметила, что погреб замкнут, нужно было его открыть. Открыла погреб, увидела, что бутыля, которые я перемывала, стоят не в погребе, нужно было их спустить. В общем, цель достигнута, ящик достала, но не знаю, хватит ли мне одного ящичка. Многие писали, что их уборка урожая закончилась еще в сентябре и наступили холода. Так что мы не теряем времени, пока тепло, занимаемся огородом, садом и радуемся тому, что есть что собирать. А вообще мы очень счастливы, что у нас есть хоть какой-то урожай помидор, перцев и всего остального, потому что из-за жары и засухи мы с трудом можем что-то вырастить. В этом году даже поле не засаживали, и многие спрашивают, а почему? Ну, в принципе, поле поливать надо. А с водой у нас проблемы, а дожди нас летом практически не радуют. И по поводу воды, как-то раз я упомянула, что у нас вода качает вечером. Некоторые написали, а что значит вода качает вечером. Ну, признаюсь, бывает, даже качает просто по графику, день через два или по-разному бывает. Так что, если у вас в кране вода в любое время суток, радуйтесь, вы счастливый человек. А я сейчас пойду к Роме, он в погребе купил специальную такую штучку, выключатель со светом, сейчас покажем, и сделает мне свет, потому что в погребе нужно навести порядок, а там нет освещения, в общем, будет теперь у меня свет. А у нас тут еще один склад. Да, точно, ящика у нас тут куча, нужно поубирать. Вот такой у нас был свет или сейчас? Ничего не светит. И очень быстро он съедает батарейки, он на батарейках, 3 таких мизинчиках батарейки. В принципе, удобная штука, да, вот поход брать с собой, ну, да. Для погреба, ну, не выдерживает нагрузку такую. Да, а теперь будет вот такая штука. Угу. Смотри, кстати... здесь она есть с магнитами, но как-то слабенько держит на трубу крашеную. И можно на саморез. Если вот на эту полку прикручу. Чтобы свет падал мне на полочке, да? Да. И тут удобно зашел, включил, вот так, да? Нормально будет туда? Да, да. А вы тоже так покупаете и храните мыло на запас? И зубные пасты? Ну, когда живешь в селе, так и надо запасаться маленько. О, есть, попал. Супер. Включай-ка. О, ну хоть немножко уже будет тебе видно. Банки хорошо видно, полочки. О, ну, тут другое Это дело. был самый легкий ремонт света в моей жизни. Один саморез прикрутил, клац, и все, и пошел.
И все. Вот так бы всегда. И жене радость, да? Да. Так, ну вот так у нас сейчас здесь, пока в погребе. И когда я буду здесь делать уборку, я обязательно вам покажу, как было до и как станет после. Так, а пока пошла дальше работать. Если честно, осенью работать в огороде я не очень люблю. И иногда чувствую себя таким ребенком, которому сказали, пока не выучишь уроки, гулять не пойдешь. И вот сейчас стоит хорошая, теплая, неветреная погода, и Альфуша наматывает вокруг меня круги, зовет меня погулять. Но я под чутким наблюдением камеры занимаюсь огородными делами и снимаю для вас контент. А здесь Рома пришел мне помогать, а работать вместе, конечно же, становится веселее. Итак, урожай собран, кучки мусора убраны. Надеюсь еще перекопать все грядки, но этим займусь немножечко позже. Все, грядки убраны. Хотела их еще перекопать, но дождик помешал. Еще остались там кабачки. Вот. И как раз на следующий день или в следующий раз уберу кабачки и высажу чесночок. А еще у нас уже ночами иногда бывает мороз. -2, -3 градуса. Поэтому и листья тоже начали обильно опадать. Поэтому мы с Викой понемногу их убираем, чтобы было легче. И, наверное, самое счастливое от того, что листья падают, у нас Альфа, да, Альфуша? Зубами клацает, аж страшно. А ну, хопа. Хопа. Молодец. Я когда перестаю грести, гляньте, что начинает делать Альфа. Она сидит и охраняет грабли. А вдруг они снова начнут бегать, да, Альфа? Ты охраняешь? Охраняй, охраняй. Кстати, обратите внимание, какая красота у нас получилась в саду после нескольких дождей. Травка такая меленькая-меленькая выросла. Прям очень похожая на настоящий газон, да? Здорово. Красиво. Мы с Викой каждое утро любуемся теперь. В этом году листья мы решили высыпать туда, на поле. Тоже будет такое дополнительное удобрение. Кстати, кто-то спрашивал, как зиму пережили наши грибы. Отлично. Вот смотрите, стоят. И все с ними хорошо. Также украшает сад. Земля у нас такая сейчас более-менее влажная. Она такая, кажется, очень рыхлая. И хочется сегодня тоже, если получится, вспахать вот этот весь участок. Потому что и трава уже начала вот там лезть. Ну и также корни вишняка. Мы его выкапывали, вишняк, но все равно, если сейчас землю не вспахать, на следующий год тут будет настоящие деревья. Поэтому, если получится сегодня завести, то, возможно, все вспашем и хорошенько поработаем. Так, вот он наш агрегат. Временная стоянка, как вы знаете, у нас в погребе как раз. Потому что другого подходящего места для него пока не находим. Прежде чем я поеду вспахивать землю, хочу сегодня поменять масло, потому что масло я вообще еще ни разу не менял, а это так чревато для мотоблока. И также обтянуть хорошенько все болты, потому что мотоблок долгое время стоял там, да, долгое время я им не работал, и думаю, что-то могло, да, разболтаться. Также там влага, поэтому хорошенько обтяну, масло заменю. Для этого сейчас заведу его, чтобы масло хорошо сливалось и было разогретое, но потом поеду вспахивать. Так, посмотрим. О, да, масло прям такое черное. Хорошо, что мы его заменим. И заливаем свеженькое масло. О,
Ну, сразу видно, гляньте, прозрачный, да? Сразу видно, что это другое дело будет. Вот столько получилось старого масла. Наверное, грамм 800. Не знаю, где-то применю эту отработку или нет, но потом посмотрим. А еще сейчас хотел вам показать, какой появился у нас новый инструмент. Сейчас принесу его. Давно хотели себе его приобрести. Это аккумуляторный гайковерт от бренда Board. Ну и сразу хотелось сказать, что у него 5-летняя гарантия, он довольно мощный, 800 ньютон на метр и обладает бесщеточным двигателем. Теперь давайте его откроем и посмотрим, что идет в комплекте. Помимо вот такого удобного кейса, здесь в середине есть инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, два вот таких довольно мощных аккумулятора, потом крепление на ремень и насадка, ну и сам гайковерт. Вот он какой. Давайте сейчас оденем аккумулятор и посмотрим, какой он в деле. Интересно, что он также совместим и с аккумуляторами Makita, поэтому можно брать и такие аккумуляторы, и тоже это все отлично подойдет. Интересно, у него тут есть подсветка и еще 4 скорости. Первая скорость, вторая, третья, четвертая, наверное, вообще можно взлететь в космос. Ого, ничего себе. Так, одеваю насадку и проверим, какой он в деле. Конечно, такой гайковерт мощный, он предназначен, наверное, более для таких мощных задач, для работы с автомобилем, для откручивания и закручивания гаек. У моего тестя, кстати, есть автомобиль, поэтому он у нас зря простаивать не будет. Ну, а у нас есть такая техника, например, мотоблок, и на нем проверим, как же будет вообще он работать. На колесах у нас самые мощные болты. Посмотрим, с какой скоростью он их открутит, а потом закрутит. Ох, со скорости звука получается. Здесь также регулируется сила удара. У меня сейчас стояла 4-я, я слышу, прям так очень сильно мощно бьет. Наверное, это для сильно закисших болтов. У меня болты более-менее не ржавые, поэтому я поставлю на 1-ю силу и попробую открутить. Есть. Очень быстро справляется со своей задачей. Вы видели, что болты у меня буквально вылетали. Из-за этого могут где-то растеряться или раскатиться. Но здесь на реверсе есть такая очень интересная функция, называется автостоп. Сейчас я покажу вам, как она работает. Я одеваю насадку на болт, зажимаю кнопку включения, и когда болт послабится или открутится, то гайковерт, по идее, должен автоматически остановиться. Ну, давайте проверим. Вот, видите? Кнопка зажата, а болт послабился, и можно руками его уже открутить. Такая тоже полезная функция. Сразу слышно, что запас мощности довольно-таки большой. На максимально я сегодня не смогу его проверить. Потом, может быть, тесть приедет, он говорил, что у него такие есть закисшие болты. Мы, конечно, проверим. Ну что ж, гайковерт от бренда Board мне очень понравился. Не зря их девиз «Ресурс, надежность, мощность». Уверен, что мне и моей семье этот гайковерт пригодится не один раз. А если вам тоже понравился такой инструмент, то я оставлю вам обязательно ссылочку в описании под этим видео. Переходите, приобретайте и радуйтесь. Ну а я поехал на поле вспахивать наш огород.
Ну а я вместе со своей командой в составе из Жужи, Альфы, Веснушки, а также соседского песика Вудса отправились на прогулку, а еще мы будем собирать шиповник. В прошлом году из-за пожаров мы не смогли пособирать шиповник, все кусты были повреждены, и мы довольствовались остатками урожая шиповника, который мы собрали годами ранее. Чувствую, я с этой бригадой сегодня нарву шиповник. То один идет, то стая идет, то один боится. Ну, в общем, что получится, то получится. Беги, 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 беги. А еще я с собой взяла Roman Multitool, нашла днем ножницы, и с ножницами собирать шиповник, вернее срезать, было намного лучше и меньше ранений. О, какой красавчик. Конечно, не такой крупный, как обычно, но тоже подойдет. Вот будет нам зимой чай из шиповника. Ну вот, собрали шиповник. Я думаю, даже с первого раза, с первого захода это неплохо. В общем, мы сейчас пойдем домой с животными. На сегодня хватит. Ну, а в следующий раз мы с Ромой пойдем на прогулку вот на тот бугор. Мы там уже ходили и увидели еще несколько кустиков. Там очень красивый, сочный шиповник, поэтому надеюсь, что тоже там мороз его не зацепил. Поэтому мы сходим уже туда вдвоем, нарвем вторую партию шиповника. И я думаю, что в этом году чай с шиповником нам обеспечен. Фух, буду спахивать вот по такому небольшому кусочку. Сейчас на второй скорости немножко так взрыхлил, а потом еще на третьей хорошенько все перебью. Кстати, вот тут, да, действительно такая очень мягкая земля, где мы картошку садили. Вот еще покажу. Некоторые картошки еще вылезли, которые мы не заметили. Так что сегодня можно их приготовить. Здесь такая более-менее мягкая земля, а там совсем твердая. Поэтому вы, наверное, заметили, что мотоблок так очень сильно прыгал. Так, ну вот такая небольшая кучка картошки получилась у нас. На полраза покушать будет. Ой, ну еще одно огородное дело, которое я должна сделать, успеть сделать в этом году, это посадить чеснок. Вот чеснок, который мы вырастили, покажу вам. Выберу самые крупные сейчас зубчики и посажу. Персик, что? Пойдешь чеснок со мной сажать, да? Неужели в этом году посажу его не в январе и даже не в феврале, а успею и сделаю это в октябре, как все нормальные огородники. Вначале не могла определиться, чем же мне лучше перекапывать, вилами либо лопатой. Но потом пришел персик и сказал свое твердое мяу, указав на лопату. Как видите, не зря в комментариях вы называете нашего персика прорабом. Любит он прийти, когда мы работаем, и свои указания пораздавать. А вот перекапывать, если честно, я, конечно же, люблю. Это, наверное, у нас семейное. Вечером звонил папа, рассказывал, как болит спина. Я спросила, перекапывал? Да, перекапывал. Перекапываем в один день, в одно время. Тут уж не поспоришь, папина дочка.
Так, ну здесь делаю грядки с помощью тяпки. Альфа, как всегда, сторожит свои любимые грабельки. И, кстати, посмотрела недавно несколько роликов, как высаживать чеснок. Немного уплотняю землю с помощью такой дощечки. И вот такие зубчики я подготовила, буду высаживать, но предварительно грядки просыпала пеплом. Говорят, что пепел действует как антисептик и обеззараживает почву. Ну вы только посмотрите, что эти катазаврики сделали с моей грядкой, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, знаете, ругать я их не буду, потому что, если вы помните, эту грядку мы ничем не засаживали, и они здесь ходили, ну, скажем так, это и был их туалет. Поэтому, конечно же, это и следовало ожидать. Но хорошо, что чеснок посажен глубоко, вот, поэтому сейчас я все тут разровняю. Вот, вскопала грядку. Вот, они там не ногой, как видите, да? Потому что там везде на грядках они знают, что нельзя, поэтому они не ходили. Тоже, кстати, вычистила еле-еле. Друзья, расскажу свою такую проблему. Как вы знаете, мы здесь были помидоры и была мульча. Мульчу мы брали, конечно же, ну, обычная сухая трава. Она насеялась вот такой вот травкой. И получается, что у нас такой травы здесь вообще на грядках не было. И мы себе сделали такую беду. Ну и вот остальные грядочки, я еще их не успела убрать. Хочу постараться успеть к холодам все это перекопать, очистить. Поэтому много здесь все я убрала. Надеюсь, я прям убирала с верхним слоем, чтобы травинки не осталось здесь. Здесь уже на тропинках пусть она как-то вымерзнет. Вот, и что-то сделаем в следующем году с тропинками. Но очень жалко, что насеяли здесь такой травы. Ну, надеюсь, что уберу, и больше у нас здесь не будет. Я разровняю свою грядочку. Вот. И как-то тоже будем приучать котиков, что сюда ходить в туалет тоже нельзя. Так, все, разровняла грядочку. Вот. И, кстати, что это здесь у нас лежит? Вы нам советовали не выбрасывать, не сжигать стволы от подсолнухов, поэтому мы сейчас их сюда принесли. Я перекапываю грядки, поэтому секатором буду, когда уберу траву, слой травы, секатором нарежу вот эти вот штучки и вместе все это перекопаю. Ну и надеюсь, что все-таки это будет хорошим удобрением для нашей почвы здесь на грядках. Ну что, спахал я наш огород. Вчера вечером начали, а сегодня утром заканчиваю. Видите, уже даже немножко похолодало и даже дождь накрапывает. Это вид с начала нашего огорода. А это вид сверху, наверное, самый красивый ракурс. А вот это я разрабатываю целину под малину. Здесь у нас есть 3 ряда старых и еще один с той стороны. Хотим на следующий год продлить их вот до туда и насадить еще новые. Получится где-то примерно 6 рядов малины. А с этой стороны будет у нас клубничка. И тоже в этом году мы пересадили вот этот участок. Даже был еще небольшой урожай. Надеемся, на следующий год уже будет, конечно, побольше. Ну и здесь еще досадим до конца. Так, Рома там закончил работу. Называется «Вечерело». Сделала себе, приготовила кофе. Думала, сейчас выйду на улицу, пойду к Роме, встречу его, посмотрю, как у него там идет работа. Вот, и немного отдохну. Но вспоминаю, что есть на чердаке одна очень интересная штучка. Вот, вернее, там их несколько штук. И я хочу ее применить на кухне. Но вот я не знаю, подойдет она или нет. Так что, в общем, и вечером нет ногам покоя и голове. Поэтому сейчас полезу на чердак. Вот, покажу, что это за штучка и что я хочу с ней сделать. Так, а у нас тут на чердаке склад нужных вещей. Еще раз повторю, нужных. Поэтому так, проберемся здесь сквозь эти все нужности. И вот что меня интересует. Здесь на чердаке вот эти вот полочки. Покажу их поближе. Они деревянные.
сделаны из дерева и имеют вот такие стеклянные полочки. У нас здесь нет, конечно, освещения, поэтому все вот в таких кадрах. Полочка раз, полочка два, вот с такими стекляшечками. И меня интересует вот либо это, либо это. Полочка это немного пониже, а это повыше. Ха-ха. И вот тут я растерялась, какая же мне нужней. Меня волнует вот эта ширина. Вот пройдет она или нет. Ну что ж, нужно определяться, выбирать и идти делать. Вот не зря говорят, утро вечера мудренее. Согласна, абсолютно. Как вы видите, на утро я достала все эти полочки и, в общем, решила их применить на кухне. Так что разгружаем понемножку чердак. Вот, на кухне они мне нужней. Поэтому сейчас хочу их немножко отшлифовать и хорошо вымыть. Беру наждачную бумагу. Не сильно крупным зерном. Это у меня что? Это у меня 80-очка. Сильно их тут вычищать не нужно наждачной бумагой. Просто пройду по сложным вот углам и местам. И все. И хочу еще покрыть пропиточным лаком. Так сказать, освежить их немножко. Так, вымыла полочки, и они уже как новенькие выглядят. Но я все равно взяла вот такой пропиточный лак. Так, какой у меня здесь цвет? Цвет дуб. Вот, и сейчас их немного освежу. Ну, здесь Рома пришел ко мне на помощь, чтобы прикрутить навесы, потому что не на всех полочках они были. Так, сейчас я сниму еще вот эти картинки. Им уже так много лет. Так. Их не тогда просто оторвать. Ух ты, ну что ж я их тут так... Вот тебе и двусторонний скотч. О, держались они как-то, да? Супер. Так. Отличный скотч. Тут вообще вместе с дощечкой оторвался. Так, и последнее. Ой! Тут тоже отрывается вместе с внутренностями. Все, есть. Так, Викочка меня позвала прикрутить эти полки здесь. Вооружился двумя шуруповертами, потому что там сверху идет такая планка деревянная, и на ней пластик. Боюсь, что если просто буду саморез прикручивать, то пластик треснет. Поэтому вначале просверлим, а потом уже на саморез посадим. Так, давай мы, знаешь, как будем делать? Мы его притулим, я нарисую, где мы будем сверлить, а потом уже прикрутим. Давай так. Так, иду к тебе? Да не надо. Сам? Или иди. Иду. А ну давай залазь лучше. Не, давай я так держу, ты настрой, а я не поддержу. залазь на стол. Залезть. Рисовать будешь. Но мне не будет видно. Хорошо. Ну, а здесь мне не хочется ничего комментировать, потому что сам процесс преображения лучше всего смотрится без слов. Рома, ну как тебе? Мне нравится, а тебе? У меня
Такая улыбка, как будто я джекпот выиграла. Для них вот здесь вот как раз и место. Как будто вот, ну, не хватало их здесь, вот на этом месте. Единственное, что, не знаю, как вот зрителям, вы напишите, конечно, в комментариях, потому что вот сейчас я думаю, ну, я еще их приведу тут нужный вид. И думаю, мне деревянный вид их нравится. Да, я очень люблю эффект дерева, да, вот на своей кухне тем более. Но мне кажется, может быть, их как-то посветлее сделать. Ну, в свете вот в формате дерева ощущение, что как будто я в каком-то, не знаю, там, баре, что ли. Не хватает подсветки, бутылочек разных, там, тыдын-тыдын. Вот. Мне тоже деревянное нравится, и, кажется, перекрашивать не надо. Симпатично, да? Угу. Угу. Немножко разнобой в цветах, потому что эти темнее идут, а это светлей. Но я заставлю, и будет все красиво. Вот. Главное красиво заставить. Мы можем пожить с ними так, а потом, если вдруг что-то не понравится, потом переделаем немножко. Давай опять. Девиз DIY-щика, как нам писали девочки наши, да, в телеграм-канале. Не понравится, перекрасим. Это точно. Супер, спасибо. Да-да-да. Кто тут пришел и мявчит? Так, я здесь уже примеряю свои баночки. Это ты мявчишь, да? Веснушка пришла, требует внимания. Иди на ручки, иди. Иди, маленький, иди. О, покажись. Скажи, я не сильно люблю сидеть на ручках, ну так уж и быть. Иногда я люблю посидеть и посмотреть на все свысока. Как у вас тут? Нормально все, да? В общем, мне очень нравится. Я рада, что мы дали таким полочкам вторую жизнь. И наша кухня приобретает такой деревенский стиль все больше и больше. И получается очень классно. Ты подарил таким классным вещам вторую жизнь, а они тебе дарят уют и какую-то такую свою особую атмосферу. Отпускаю мою девочку. Здорово. Ну, напишите свои впечатления, свое мнение в комментариях. Вот, потому что до следующего видео, в следующем видео как раз я буду там показывать много кухни, поэтому в конце видео покажу, что у нас будет еще здесь, какое преображение. Вот, но пока сегодня эти полочки. Супер. Я продолжаю здесь организовывать палисадник из хризантем. И тем более, что мне вчера передала моя соседушка дорогая, тетя Люда, она рассаживала у себя хризантемки. Посмотрите, сколько их. Они такие классненькие. Ну, почти такие, как вот у меня в кувшине посажены. Она спросила, будешь пересаживать? Нет. Я говорю, конечно, я забираю все. Мне есть куда высаживать. Если я правильно еще поняла, говорят, что это сентябринки вот с такими листиками, а хризантемы у них немножко другие листики. Ну, в общем, хризантемами их тоже можно назвать. Ну, если я ошибаюсь, напишите в комментариях, исправьте. И я уже закреплю этот момент и не буду уже больше путаться. Хризантемы буду высаживать здесь, на этой стороне. А на той стороне, скорее всего, что буду уже весной там все рассаживать, делать красоту. Так, ну что, погнали. Они немножко подсохли. Буду сейчас проливать их водичкой. А мы идем с Ромой на субботник. В центр поселка нужно убрать мусор. Да, взяли, смотрите, инструменты, метлу, грабли. Тут мешки. В рюкзаке у меня секатор, пила аккумуляторная, так что все необходимое будем да, все убирать. необходимо у нас есть, думаем, все это пригодится. Планируем сегодня поубирать в центре поселка. Там уже, кстати, был один субботник. Вот, но без нас. Да, Всё, мы не попали. Да, мы не попали. А сегодня уже мы поучаствуем. Либо мы будем помогать кому-то, либо нам кто-то будет помогать.
Сейчас посмотрим. Ну, в общем, все будем заниматься общим полезным делом. О, кстати, там народ уже шуршит. Так, Вика тут трудится. Видите, сколько у нас мусора. Кусты выгорели, а в кустах, оказывается, мусора. Бутылки, склянки, банки. Да, сейчас вот эти кусты сгоревшие повыпиливаем. Ну что, идем мы с субботником. Да. Наработались. Наработались, натрудились. У меня, видите, даже грязные усы выросли. Купили вкусности в магазине. Сейчас будем отдыхать после такого труда. Да, Работы много. главное, мы работали, смотрим, и Альфа с другой улицы выбегает к нам, непослушная. Но зато она радостная была. Там люди Развлекала работали. всех, да. Да, там были грабли, и не одни, да, двое или трое. Аж любит у нас грабельки. И все, это было что-то. Конечно, Альфуша. мы на субботнике, да, не смогли поснимать, потому что многие люди даже для стен газеты не хотели фотографироваться. Вот, поэтому просто... Ну, с каждым субботником, кстати, вот, становится все чище и чище, да? Да, Вот, молодцы. потому что уже убираем в таких труднодоступных местах. Ну и, в общем, у нас планы там еще большие. Ну, у нас у всех односельчан, поэтому будем стараться по мере возможности их воплощать и делать красоту и чистоту наводить в нашем поселочке. У нас опять начал моросить дождь, а через час-полтора вообще обещают настоящий ливень будет. Так что за это время нужно успеть сделать одно очень хорошее дело. Одна наша знакомая попросила ей на кровать сделать щит, потому что у нее кровать сеткой, и сетка проваливается. Но чтобы этого не было, сделать такой щит деревянный. Я замерил, размер должен быть 1,90 м и где-то шириной 85-90 сантиметров. Сначала думал просто сбить с досок, а потом думаю, у нас же есть старая дверь, которая у нас была в доме, входная. Сейчас я замеряю и попробую. Ага, ну 86 сантиметров. Ширина вообще отличная. А длина 1,95 м. Ну получается 5 сантиметров снять. Раскрутить все эти ручки, замки, и все, щит готов. Отлично. Также и нужно сделать в стенку несколько полок. 54 на 40. А я вот как раз нашел вот такую штукенцию. Как раз ширина 40, представляете, идеально подходит. Если здесь будет 1,10 м, где я рулетку делал, то как раз на 2 полки и сгодится. Где я рулетку делал? Так, ну я думаю, первым делом сделаю этот щит, потому что это более важная поделка. А потом отпилю 2 полки. Так. Сколько я говорил? 1,90 м, да? Ага. Вот так. Как раз вот эту некрасивую часть, неровную сниму. И останется все хорошее. О, ну теперь другое дело, да? Ровно, гладко, чисто. Так, что-то начинает дождь усиливаться. Ручки и замки, наверное, я откручу в доме. Опа. Главное сейчас еще 2 полки эти отрезать. Немножко обманулись дождем, да? Говорили час-полтора,
а получилось меньше. Бегу в дом, чтобы инструмент вдруг не намок сильно и меня током здесь не ударило. И еще одна коробочка. В общем, на моей кухне мне уже теперь нравится, ну, все, скажем так. Но еще, что я хотела бы здесь изменить, это, конечно же, пол. Вот этот желто-коричневый линолеум. Конечно, мы его сейчас снимать не будем. И как бы покупать сюда новые тоже смысла нет, потому что все-таки здесь когда-то будет капитальный ремонт, и, возможно, мы здесь даже плитку положим. И чтобы много не тратиться, но что-то здесь изменить, решили приобрести гибкий самоклеющийся ламинат. В это видео, конечно, поклейка его не войдет, потому что уже нужно выпускать это видео. Но я думаю, вам, как и мне, интересно посмотреть, какой он. Потому что я долго выбирала оттенок, цвет. Вот. И сейчас мы его немножко достанем и посмотрим, что же это за штука, которую все так рекламируют и нахваливают. Так. Вот какой я выбирала с Ромой оттенок. Не знаю, как там камера передает вам. Серенький. Да, мы хотели серенький. И рельеф. Так, это не реклама. Просто мы решили вот такую штуку все-таки приобрести. Так, давайте приложим ее на пол. Посмотрим, как оно будет. Так, а я возьму еще пару полосочек. Вы знаете, сложно было мне его выбирать, потому что очень много фирм, много отзывов. Где-то хвалят, где-то говорят, что прям отламывается и для пола не подходит. А вот этот, ну не знаю, посмотрим. Так, давайте его постелим. Ух ты! Так, а как же ж его? Ну, это же надо придумать, как его еще стелить. Ну, пока вот так мы сделаем, чтобы посмотреть, вот как лучше. Вообще я хотела сюда взять, вот на эту половину, такую под плитку, как бы рабочая зона. Вот тоже такой самоклеющийся ламинат. А потом решили все-таки клеить одним цветом, однотонным. Так, ну я вам скажу, уже намного вид лучше, чище даже. Ну супер. Еще, знаете, есть такой вариант. Клеют его еще вот так. Ой, я даже так не выложу, как его клеют. И как же ж лучше? Так, вот так, наверное, да? Или как? Вот так. Вот. В общем, будем разбираться, как его клеить. Но мне уже нравится. В общем, вариант либо полосками, либо вот елочкой. Ну, посмотрим. Ну, в следующем видео все вам покажем и расскажем. Ну, теперь, наконец, подошло время заняться вот этим делом. Сейчас тут все хорошенько поубираю, потом буду выравнивать площадку и вырывать ров по сторонам. Кстати, видите, угадайте, откуда это арки? Это неудавшиеся арки на теплицу. Мы тогда не показывали, но оказывается они есть. А вот здесь у нас лежат трубы, которые мы думаем применить на разрушенный участок нашего забора, того деревянного, который уже совсем падает. Надеюсь, вам видно вот тот забор за моей спиной. Видите, немного деревянный, немного рабица натянута. Ну, в общем, он уже, как говорят, в кредит дышит.
Площадка уже немного выровнена. Самое главное, что снялся вот этот бугор и тот. Но теперь нужно копать траншеи по периметру. Здесь и здесь. С этой стороны траншея будет проходить вот так, ровно по углу дома. Примерно вот так. А с этой стороны мы добавим 1,30 м. Так мы с Викой решили. Вот примерно вот так вот. И пошли. Чуть позже мы расскажем, почему мы решили так. Не по краю дома сделать, а взять шире на 1,30 м. Фух. Вырыл я траншею, а теперь нужно отрезать уголок по размеру. Крепить его к дому и потом сделать вот такой периметр. Но, наверное, этим я займусь уже завтра, потому что сегодня у нас с Викой семейный вечер. А в следующем видео обязательно покажу, как получилась эта ровненькая площадка. Сегодня 12 октября, и у нас с Викочкой годовщина свадьбы. 13 лет совместной жизни. Ее еще называют кружевная. Я тебя поздравляю. И тебя тоже. Так что будем сегодня кружиться. Тебе надо памятник поставить за то, что ты меня выдержала столько лет. Мы сегодня решили никуда не ехать, остаться дома, пожарим мяско, побудем вдвоем, посмотрим нашу свадьбу в очередной раз, вспомним, какие мы были молодые. Да? Интересно. Да, такое интересно, да, посмотреть до и вот сейчас, спустя 13 лет. Да. Может быть, даже некоторые кадры вставим потом в видео, да? Да, обязательно покажем. Я думаю, будет нашим зрителям интересно посмотреть, какими мы были 13 лет назад. Да. Обычно мы жарили шашлык такими небольшими кусочками, а сегодня решили попробовать стейки. Сделали таких 4 стейка и попробуем. Если они прожарятся, и это будет вкусно, то это будет тогда не последний раз. Персик, пахнет тебе, да? Пахнет. Все сбежались на Романы вкусняшки, всем пахнет. Конечно же, и вам тоже достанется, обязательно. Конечно, никого мы не обделим. И Веснушка, вон, смотри, тоже пришла. И Альфа, и Жужа. И Альфа тут немножко облизывается. Будет, да. Всем хватит. Дадим, да. Мы еще будем и курочку жарить, там будут косточки, и жирки разные. Все, всего вам хватит. На минутку, Персик, ты что очень делаешь? Хочется, очень скажи. На минутку отвлеклись, взять камеру, все, понеслась. Я себя не контролирую. Вот Альфа, смотри, какая умничка, да, Альфуш? Послушная. Очень молодец, хорошая собачка. девочка, хорошая, Да. молодец, послушная. Как аппетитно. Ну и как раз многие наших зрителей просили показать небольшой пикничок здесь у нас на крылечке. И я думаю, что сегодня как раз прекрасный такой момент, который вот мы смогли запечатлеть и вам показать. И хочется сказать, что действительно все усилия, которые мы затратили на этот ремонт, все было не зря.
Ну и всем парам, которые смотрят нас, хочется тоже пожелать долгих лет совместной жизни, в любви, в согласии, в уважении. Ну и особенно, если вы уже пережили ремонт и стройку. Да, то это настоящий крепкий брак. Крепкий, настоящий, да, присоединяюсь к Робиным словам. Но кто не нашел свою половинку, желаем найти ее, встретить, не отпускать уже, если нашли. Вот, и тоже прожить эти годы долго и счастливо. Да. Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Кстати, у нас сегодня какая хорошая погода. Так тихо, прям идеально. Такой подарок для нас. Да, давно такого не было. Да. Какой аромат. Мы прям как в ресторане с тобой. Ножичек, вилочка. Сейчас камеру выключим и будем руками все. Какой вкусный стейк. Согласен. И сочный какой. Сочный, да. Гавришата. Ну, конечно, мы вам сейчас дадим. Тут всем хватит. Тут зрители скажут, что так много стейков они себе нажарили. А у нас же есть еще вот эти вот мяу и гав, которые ждут. Сейчас всем он отрезаю по кусочку. Скажем, нам же пахнет, нам же очень вкусно пахнет. Так, я даю кому? Персику? Давай, здесь а ко мне я ближе? Жуже, Альфе. Персик. Я Перчик. тут говорит. Ага, и веснушка выбежала. Веснушки. Вот у меня маленькие кусочки. Давай, Вот, веснушка. вот. И вот. А ну, веснушечка. О, и Тома. Давай сразу и Томе. Томе. О. Бери. Угу. Вот еще. Тома. На тебе. И Альфа Альфа. уже, сейчас я вам дам. И Бенечки еще надо дать. То он скромничает, сидит в коридорчике. Так, это Жужи, Альфе, ко мне. Я люблю сальные кусочки. Так, и Бени. Пойдем, Жужа, Альфа. Держи. А вот это я разрабатываю целину. Ой. Разорвал. Ничего себе. Такого еще не было. Зацепил ботинком за этот самый, за фрезу. Ну ничего.